Все началось с того, что на сайте «Комсомольской правды» появился материал, в котором юристы семьи Фриски сообщили, что их подзащитный Росфонд почти помирились. По их словам, Росфонд согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до 7 миллионов рублей. Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере, устные договоренности об этом есть. Безусловно, Росфонд минус крупная компания, им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно. Минус приводит издание слова представителя семейства. На официальном сайте Росфонда было опубликовано опровержение этой информации. По словам представителей организации, никто со стороны ответчиков даже не обращался к адвокатам с предложением заключить мировое соглашение. Однако это, по словам юристов, вряд ли бы имело какой-то эффект. Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь. Минус подчеркнули они. Тем не менее, первоначальная информация получила резонанс. Пользователи сети буквально в бешенстве. Их гнев обусловлен такой странной, по их мнению, развязкой многомесячных судебных разбирательств, в результате которых приставами были наложены аресты на загородный дом Жанны Фриски и ее квартиру в центре Москвы. Когда, казалось бы, родным певицы и ее малолетнему сыну Платону, которых признали обязанными вернуть долг, ничего не оставалось, как из кожи вон лезть и выплатить причитающийся. Оказалось, что Росфонд сам себе заплатит. Комментаторы убеждены, что это мутная история. Если вдруг это правда, то Росфонд должен отчитаться перед людьми, которые собирали эти деньги. Или Росфонд, Фриски и туповатый Шепелев — одна группа воров. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакторов: как это простить долг? А другим людям не надо лечиться. Если бы представители фонда заплатили из своего кармана, то это другое дело. Получается, что это мы с вами простили долг Фриски, так а это деньги людей. Не поверю, чтобы Росфонд пошел на такое. Выиграны все суды. Семейство обязано вернуть деньги. Не может фонд снизить долг почти в 3 раза. А как же другие больные детки? Неужели этим хапугам не стыдно? Шок. Позор Росфонду и его юристам, а мы всем миром собираем детям деньги на лечение. А тут раз, и деньги, которые могли быть потрачены на лечение деток, забрали наглые Фриски. И как теперь верить этому фонду? Если это правда, то факт списания долга — позор. Минус — так звучала лишь часть приличных отзывов пользователей сети.